Привет! Сегодня мы находимся на Эльбрусе. Отсюда, как и 2 года назад, начинается мой полевой выход в горы. Находимся на обсерватории. Высота 3090 метров. Это наш первый акклиматизационный выход на высоту. Вот так начинается очередное утро в альп-лагере на высоте 3800 метров. Ранний подъем, ранний завтрак и постоянные тренировочные выходы. Сегодня нам предстоит подняться до высоты 4800 метров до скал Пастухова. Мы идем зигзагом, меняем зигзаг, перехватываем ледоруб в правую руку, идем в эту. То есть вы должны готовы ледоруб перекрутить, что угодно сделать и взять его опять таким же образом в руку. Постоянно, да. Чтобы крюк всегда смотрел назад. Ситуации разные бывают. Вот так проходят вечера в нашем базовом тренировочном лагере. По вечерам мы занимаемся тем, что, во-первых, восстанавливаемся после наших дневных походов, занимаемся подгонкой и подготовкой снаряжения для наших последующих выходов. Ну и, конечно, проводятся теоретические и практические занятия. Наш лагерь находится на высоте 3800 метров, а идти нам предстоит на вершину Эльбруса. Вот она. Кто-то пойдет на западную вершину. Я постараюсь подняться и на западную, и на восточную, если, конечно, получится. И по возможности спуститься на другую сторону Эльбруса, на север. Вот эта часть маршрута опасна тем, что на участке очень много трещин, и при плохой видимости очень легко туда провалиться. Наш выход на скалы Пастухова на высоту 4800 – один из самых тяжелых, выматывающих маршрутов. Мы подползаем к скалам Пастухова. Сейчас перед ним будет крутой взлет. 2 года назад, в дни акклиматизации, я так и не смог взять этот подъем. Посмотрим, что будет в этот раз. Ну, думаю, что в этот раз все будет получше. Это скалы Пастухова, верхняя кромка на Эльбрусе. Это место является ориентиром. Кто сюда доходит в день накануне восхождения, значит, у тех есть силы в решающий день подняться на вершину Эльбруса. Я дошел. Моя группа в данный момент идет где-то ниже. Я от них оторвался. Выше этой отметки они сегодня уже не пойдут. А вот я пойду выше. Высота 4800 метров. Здесь очень тяжело дышать. Тем не менее, для того, чтобы лучше акклиматизироваться, я намерен подняться еще выше, до отметки 5000 метров. Вторая боевая рана. Стоп. Продолжай, ты не долетел до них. Конечно. Продолжай, ты не долетел. Значит, сегодня у нас день отдыха. Перед восхождением проводим различные теоретические и практические занятия. Вот сегодня будет удержание на склоне, хождение в связках, там другие упражнения, связанные с использованием ледорубов, связок, страховок и прочее. Погода хорошая, если она не изменится до завтра, то у нас есть шанс подняться на вершину. На что мы и надеемся. До встречи на Эльбрусе.
я нахожусь на седловине Эльбруса, высота 5300 метров. У нас небольшой привал для того, чтобы восстановить дыхание перед решающим рывком к западной вершине. Как говорится, если есть порох, самое время дать огня. Ребят, я сейчас так уже падаю. Стойте! Фух. Продолжается наше восхождение к западной вершине Эльбруса. Высота 5500 метров. Акклиматизация, горная болезнь. Все остальные симптомы есть. Но мы держимся из последних сил для того, чтобы дойти до нашей цели. Товарищ инструктор, Олег, вижу цель. Западная вершина Эльбруса. Мы практически дошли. Мы хотели увидеть, как выглядит самая высокая точка России и Европы. Западная вершина Эльбруса. Вот она, смотрите. Мы находимся на вершине горы Эльбрус с флагом Тамбовской области. Потому что мы любим свою страну, любим свой город. Вот. А также мы сюда поднялись для того, чтобы подтвердить, что нет тяжелых, недостижимых целей. Какими бы сложными, рискованными цели наши не были, мы все равно их достигнем. Привет всем жителям Тамбова, с западной вершины горы Эльбрус, 5642 метра над уровнем моря. Владимир Антонов, гора Эльбрус, 28 июля 2016 года. Вот так держать? Все, да, на меня поддержи, я отойду тут, братуха. Ой, здорово. Можешь? Да, я хочу солидару. Я рад, что нам повезло, мы сегодня поднялись на вершину Эльбруса. Я здесь уже во второй раз. Надеюсь, что не последний. Ура! Идем на восточную вершину. Погода меняется, усилился ветер. Обещали грозу. Мы пересидели какое-то время в приюте Red Fox на высоте 5300 метров. Вот это высота седловины. Можете видеть, как первая группа добровольцев лежит на восточную, откуда планируем спуститься на север. И нам надо успеть до ухудшения погоды. До связи. Значит, мы преодолели погоду, горную болезнь, различные физические сложности, связанные с подъемом на Эльбрус. Все равно мы дошли. Гора Эльбрус, восточная вершина, 5621 метр над уровнем моря.
на север, вот, в направлении Поляны Мануэля. Погода, слава богу, улучшилась. Я надеюсь, мы успеем спуститься до того, пока не изменится. Ложь, что умный в горы не пойдет. Ты пошел, ты не поверил слухам, и мягчал гранит, и таял лед, и туман у ног стелился пухом. Если в вечный снег навеки ты ляжешь, над тобою, как над близким, наклонятся горные хребты самым прочным в мире обелиском. Наклонятся горные хребты самым прочным в мире обелиском. Провожающие есть, пожалуйста, выходим. Ну, как бы все. Уезжаю домой, в Тамбов. 2 недели скитаний в горах подошли к концу. Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.